Привет, вы на канале 40+, с вами Алексей. Сегодня у нас очередное видео из курса финансовой грамотности. Сегодня будем говорить о том, как закрывать долги, как это делать верно, правильно и идти в нужном направлении, чтобы не сбивало ничто не отвлекало. Я после того, как сделал предыдущее видео, где-то здесь сейчас будет ссылка на него, о том, как правильно собирать деньги, о том, как правильно управлять деньгами и так далее. Очень много поступило вопросов, что делать, вот у меня долги. То есть, да, ты там дал схему о том, как их закрывать, как там гасить, как разговаривать, это все понятно. Но вот не получается, вот что-то идет не так. Вот с чего начать, вот собственно. Об этом сегодняшнее видео. Итак, пункт номер первый. Первый пункт в нашем списке, то есть то, с чего мы начинаем. С чего мы начинаем закрытие долгов, независимо от того, какое количество у вас. То есть нам важно прийти к тому, чтобы долгов не было вообще. То есть прийти к тому, чтобы, если вы не занимаетесь бизнесом и кредиты для вас норма для развития бизнеса, мы сейчас говорим про бытовые нужды, про расходы, про те долги, в которые позалазили очень многие, тем более в условиях того, что происходит в мире. Итак, пункт номер один, с чего мы начинаем, это мы отказываемся в покупке всего, на что у нас не хватает кэша, налички в кошельке. То есть если у вас в кошельке нет денег на то, что вы хотите купить, мы не говорим про кредитные карты. Наличные деньги. Я понимаю, что все отходят, все переходят на кредитки, на дебетные карты и так далее. Но возьмите себе за пункт номер раз. Не тратить деньги с карточек. Вот просто попытайтесь это сделать. Решили пойти в магазин, в супермаркет поехать за закупкой продуктов. Снимите деньги с карточки. Положите в кошелек ту сумму, которая вам нужна. Примерно прикиньте, сколько нужно. И тратьте только эти деньги. Не тратьте дополнительно ничего с карты. Вот возьмите себе за правило, это очень просто. Будете говорить о том, что за снятие денег вы платите комиссию, проценты и так далее. Вполне возможно, я допускаю, что вы платите эту комиссию, что вы платите эти проценты. Но посчитайте, какое количество денег вы тратите экстра, дополнительно, если вы тратите денег их картой. Вот просто картой. Посчитайте сколько. Я уверен, что это количество денег перекроет с лихвой просто любые проценты. 1-2% за снятие с банкомата денег, пусть даже если вы снимаете кредитные деньги, это все равно будет максимум 5% от общего снятия. Но когда вы едете тратить деньги с картой, запланировали потратить $100, вы потратите не $105, да, как в случае с комиссией. Вы потратите 200, 300, может быть 500. Поймите, это важно. Возьмите за правило не тратить деньги, тех, которых у вас нет. Не тратьте просто деньги, которые вот в кошелек открываете, у вас там лежит $10. Вот все, вот это ваш лимит на сегодня. Вот не тратьте. Идите снимайте в банкомате деньги. Только тем, что вы будете заставлять себя идти в банкомат снимать деньги, и вас мозг начнет думать, что я же снимаю, я же трачу процент, только этим вы остановите огромное количество дополнительных трат. Начните с этого. Вот просто с этого. Вот такая банальная вещь. Это пункт номер раз. Пункт номер два. Он очень важный, он очень тяжелый. Многие будут говорить, что он не совсем корректный, но возьмите возможность, используйте возможность, пойдите в банк и закройте кредитные лимиты на своих картах. 1 карта, 2 карты, 10 карт, у всех по-разному. Просто закройте кредитные лимиты. Если у вас на карте, допустим, кредитный лимит 20 тысяч, и вы погасили, например, 6 тысяч, то есть у вас 14 тысяч кредита, 6 тысяч вы вроде бы как закрыте, пойдите в банк и скажите, я хочу, либо онлайн-банкинг, либо по телефону менеджеру. Скажите, закройте мне вот эти 6 тысяч. Не хочу, они мне не нужны. Оставьте 14 тысяч долга. Дальше закройте их, еще там, допустим, 1000, 2000. Останется 12 тысяч. Закройте лимит кредитный на 2000. Доведите до того, чтобы у вас кредитный лимит на карте оставался 0. Ну, оставьте, допускаю, что нужен может быть кредитный лимит, там, допустим, для того, чтобы взять машину в кредит, где-то за рубежом. Оставьте этот кредитный лимит. Сколько там закрывают? $100-200? Оставьте этот кредитный лимит у себя на карте. Вот этот порядок цифр. И не больше. Вот не больше, пусть он лежит для закрытия каких-то потребностей для путешествий. Когда вы ездите, вам нужна кредитная карта в любом случае, для того, чтобы взять в аренду автомобиль. Ну, это нужно, вы от этого никуда не делаете. Доведите до минимального порога. Вот до минимального порога закройте его. Постепенно, не сразу. Если у вас есть кредитный лимит, вы не знаете, пользоваться нет. Я знаю очень многих людей, достаточно небедных, у которых кредитные лимиты по 100 тысяч на картах. И они ими пользуются постоянно. Они разгоняются, а потом у них геморрой. Они 2-3 месяца закрывают под ноль его. Зачем? Вы можете просто им не пользоваться. Причем большинство покупок, связанных с кредитным лимитом, они не обязательны. То есть вы можете просто это не покупать.
Пункт номер 2. Закройте кредитные лимиты на своих картах. Максимально, насколько это возможно. Просто ими не пользуйтесь. Исходя из первого пункта, вы не будете тратить деньги с карт. Исходя из второго пункта, вы не будете растить себе новые долги, которые вам не нужны. Пункт номер 3, он достаточно противоречивый. Очень противоречивый. Но тем не менее, я вам предлагаю рассмотреть его и попытаться использовать. Если у вас есть долги, кредиты, неважно, любые долговые обязательства, вы можете сделать следующий поступок. Вы можете пойти к своим знакомым, друзьям, возможно, родственникам. Выберите, кто настолько близок к вам, к которому вы можете прийти и открыться как есть. Прийти и задать вопрос. Мне нужна твоя помощь. Вот в данной ситуации у меня есть долговые обязательства. Я не могу вырулиться. Займи мне деньги, но формулировка должна звучать примерно следующая. Я занимаю у тебя на период, непонятный мне. Как я тебе буду отдавать, мне непонятно. Я могу тебе сказать, что на данный момент у меня доход составляет вот такой-то, с этого дохода я готов отдавать процент. Помним предыдущее видео, в котором я озвучивал 20% от дохода. Вот этот доход, вот эти 20% вы распределяете на всех. Так вот, озвучить можете, вот эту сумму я могу отдавать на долги, но это будет распределяться. Если ты можешь мне помочь, то есть это от тебя будет для меня своеобразная благотворительность. Если ты сможешь мне помочь, это выручит меня очень сильно. Я в любом случае отдам тебе деньги, но сроки я тебе не могу гарантировать. Не могу сказать, что это будет через месяц, либо через полгода, либо через год. Если вы это озвучите, очень много людей придут вам навстречу. Ну поверьте, это работает. Это проверено, потому что очень многим хочется помочь. Есть люди, которые готовы помочь, понимая, но вы должны быть с ними честными. Это инструмент, еще раз напомню, он достаточно противоречивый, но вы можете его использовать. Если вы его используете, он вам поможет. Если вы не попытаетесь его использовать, он вам не поможет. Все банально просто. Вы можете попробовать использовать этот инструмент. Естественно, вы должны осознавать, что вы берете на себя обязательства перед этим человеком, который, скажем так, идет вам навстречу. Он идет вам навстречу, он вам помогает. Вы не имеете права его подвести. Поймите. Но благодаря такой помощи вы можете закрыть те долги и кредиты, которые очень сильно давят. Например, проценты по кредитным картам. Там очень большой процент. Там проценты исчисляются от 40% годовых. От 40. Поймите, это очень много. Ну, для банковской системы это очень много. И вы платите за это. Вы можете тем самым закрыть такие долги. Я вам предлагаю использовать. Это третий инструмент. Итого у нас первый инструмент был: не тратьте тех денег, которых нет в кошельке, наличных кэша. Второй инструмент: максимально лимитируйте свой кредитный лимит по картам. Закройте максимально, насколько это возможно. И третий: попросите в долг у того человека, которому вы доверяете, формулировкой, что вы не понимаете, как вы отдадите и когда. Вы можете сформулировать это с точки зрения вашего ежемесячного дохода, показать, что вот эту цифру я готов отдавать на гашение долгов, но в этой цифре твоих будет вот такая. Используйте этот инструмент, он рабочий. Пункт номер 4. Четвертый пункт. Четвертый пункт достаточно нестандартный. Вы удивитесь. Отдавайте лишь 50% того, что вы собрались отдавать. Вот вы собрались отдать $100 в этом месяце. Отдайте 50. Отдайте 50. 50 оставшихся положите на свой финансовый магнит. Сделайте себе депозит, на который вы положите, если у вас его нет. Если он у вас есть, и вы используете формулу, которую рассказывал в предыдущем видео, вы начали формировать себе бюджет уже депозитный. Сделайте туда эти $50, закиньте туда. Две выгоды у вас. Первая выгода: вы закрываете долги в любом случае. Вы их закрываете. Вы никого не обижаете, вы никого не обманываете. Вы закрываете в режиме, все нормально. Вторая выгода: вы формируете себе доход дополнительный. Вы создаете свой финансовый магнит, который будет притягивать деньги. И к моменту закрытия долга, независимо от того, какого размера у вас сейчас долг, $1000, $100, $5000, $100 000, неважно. К моменту закрытия долга эта же сумма у вас будет лежать на вашем депозите. И будет работать в формате магнита и будет приносить вам проценты. Независимо от того, маленькие они, очень маленькие, либо отсутствующие. Думайте в такую вещь. Вы, закрывая долг, платите себе. И к моменту закрытия долга вы будете достаточно небедным человеком, потому что вот эта сумма долга будет на вашем счету. Очень важный пункт, очень тоненький, обратите на внимание и делайте так. Это был четвертый пункт. Пятый пункт. Закрывайте все долги равномерно.
Не закрывайте кому-то одному в первую очередь. Чему-то одному в первую очередь. Распределите все ваши долги, сумма долга, процентное соотношение, сколько это в общей сумме долга. И распределяйте выплату этих долгов в равных частях. Только таким образом вы сможете равномерно всем закрыть долги. Если вы начнете закрывать кому-то, ставите его в первую очередь, закрыть ему долг, а всем остальным не будете платить, у всех остальных вы просто попадете в черный список ненависти. И эти люди, компании, организации начнут просто излучать в вашу сторону поток негативной энергии, которая будет съедать ваше будущее. Это нельзя делать, это нельзя допускать. Вы просто делаете так, как должно быть. Закрывайте долги равномерно. Каждый, кто будет получать от вас хоть какие-то деньги, будет понимать, да, ему будет неприятно, что он бы хотел все деньги, но лучше получать что-то, чем ничего. Поймите, это важно. Это был 5-й пункт. В нашем списке долгов, погашения долгов, это был последний пункт. Пункт экстра, дополнительный. Рассмотрите предыдущее видео, выберите себе систему накопления. Только накапливая свое финансовое состояние, только накапливая свои деньги, вы никогда больше не залезете в долговую яму. Вы никогда больше не вернетесь к этому видео. Это видео возьмите себе и смотрите его до тех пор, пока вы не закроете все долги. Это важно. Это важно для вас. Вы здесь, чтобы наслаждаться жизнью. На этой планете, я имею в виду. В этом теле, в этой жизни. Долги вам не дают это делать. Закройте долги. Пункт номер 1. Не тратите лишних денег. Никаких лишних денег, которых нет у вас в кошельке, вы не тратите. Кэш. Пункт номер 2. Сокращайте кредитный лимит максимально на всех картах, насколько это возможно. Либо закрывайте карты вообще. Пункт номер 3. Постарайтесь попросить у кого-то в долг деньги из своих друзей, знакомых, кто может дать вам деньги под ваши личные гарантии с моментом погашения тогда, когда получится. Но озвучьте это. Не пытайтесь обмануть, что да, я дам тебе через месяц или еще когда-то. Расскажите, как это есть. Вам пойдут навстречу. Уверяю вас. Пункт номер 4. Гасите 50% долга от того, что вы собрались отдать. От той суммы, которую вы собрались отдать. Вторые 50% кладите на свой депозит. Создавайте свой финансовый магнит. К моменту погашения долга у вас будет такая же сумма лежать на вашем депозите. Она будет ваша, вы будете достаточно успешным и достаточно денежным человеком. И пункт номер 5. Последний пункт в долговых обязательствах, скажем так, в этом видео, в долговом видео. Итак, видео про долги. Как их закрыть. Пункт номер 5. Гасите все долги равномерно. Не выделяйте кого-то отдельно и не давайте ему все. Гасите равномерно. Каждый, кто вам дал денег, готов получать деньги постоянно. Лучше получать хоть что-то, чем не получать ничего. Если у вас кто-то попадет в список невыплаты в этом месяце, у него будет негативное отношение к вам. Этого быть не должно. Если еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Внизу под видео есть телеграм-чат, в котором мы можем пообщаться. И по инвестированию, по финансам в том числе. Помимо этого, есть там же телеграм мой личный. Вы можете обращаться за консультациями, за вопросами непосредственно ко мне в телеграм. Мы можем пообщаться. Там же есть все мои социальные сети. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно под видео, под этим. Ставьте колокольчик, чтобы узнавать о новых видео. Желаю вам закрыть как можно быстрее все ваши долги и как можно быстрее начать наслаждаться жизнью. Всем хорошего времени суток, ребята. Всем пока.